Привет, привет, мои дорогие студенты! Меня зовут Наталья. Вы смотрите канал Practical Russian, где мы изучаем русский язык. Сегодня мы изучаем русские падежи. Сегодня у нас творительный падеж. Сегодня мы будем изучать русские глаголы быть, являться, владеть, обладать и другие. Я расскажу вам, кем мы являемся в этой жизни и чем мы обладаем. Внизу будет аудиофайл и транскрипция. Они помогут вам понять этот урок и запомнить грамматику. Кто мы в этой жизни? Поехали! Сегодня я расскажу вам историю, кем мы хотим казаться и кем мы являемся на самом деле. Я заметила, что в современном мире ценности меняются. Все чаще мы ассоциируем себя и свою ценность с тем, что мы имеем. Мы ассоциируем свою важность с тем, чем мы обладаем. Обладать значит иметь какую-то вещь или иметь что-то. Люди стремятся покупать больше вещей. Люди хотят обладать большим количеством вещей. Мы покупаем все больше, больше, больше. В современном обществе мы гонимся за вещами. Мы хотим иметь больше вещей. Мы хотим обладать большим количеством вещей. Например, человек хочет купить какую-то крутую тачку, чтобы казаться классным. Человек хочет казаться классным и крутым. И в конце концов он хочет казаться богатым. Мы покупаем какие-то дорогие вещи, чтобы казаться богатыми. Мы хотим показать другим людям, какие мы классные. Но действительно ли дорогие вещи говорят, какой вы человек? Действительно ли дорогие вещи показывают, вы хороший человек или вы плохой человек? Нет. Наличие вещей не говорит о вас как о человеке. Вы можете быть хорошим человеком, и вы можете быть плохим человеком. Дорогие вещи ничего не говорят о человеке как о человеке. Русские падежи – сложная тема. Чтобы понять русские падежи, вам нужно изучать каждый падеж постепенно. Внизу будет ссылка на файл, где мы изучаем русские падежи. Вы можете использовать эти материалы. Вы можете изучать русские падежи без учителя. Сначала вы слушаете урок, потом вы читаете урок, потом вы снова слушаете урок. И вот вы уже запомнили фразы. Ссылка на падежи будет внизу. Продолжаем. Но мы покупаем вещи, мы хотим владеть какими-то классными вещами. Человек хочет купить классную тачку. Классная тачка значит дорогая модная машина. Тачка – это машина. Он хочет казаться крутым. Он хочет показать другим людям, какой он классный и какой он богатый. Сейчас в современном мире очень важен статус. Но это ничего не говорит о том, какой вы человек. Кем мы являемся в этой жизни? Мы приходим в этот мир детьми. У нас есть родители, потом мы взрослеем, мы становимся самостоятельными, и тут начинается гонка. Мы начинаем работать как сумасшедшие, мы хотим больше денег. На самом деле эта гонка начинается еще у родителей. Сейчас в современном мире дети изучают иностранные языки, дети ходят на спорт, дети занимаются музыкой. И все это хотят родители для своих детей. То есть гонка начинается еще с детства.
Так вот, мы взрослеем, мы становимся самостоятельными, и мы начинаем работать. Мы хотим больше вещей, мы хотим купить квартиру, мы хотим купить какую-то классную машину. Нельзя купить просто машину. В России очень важна марка машины. В России люди хотят показать, показать, что они успешные. Люди хотят показать, что они классные. Люди хотят стать успешными, люди хотят стать классными, и поэтому они покупают эти вещи. В современном мире вещи определяют, какой вы человек. Или нет? Вы сами можете ответить на этот вопрос. Говорят ли вещи о вас как о человеке? Например, у вас большой дом и хорошая машина. Что это говорит о вас как о человеке? Я сейчас описываю себя тоже, и я не исключение. Я живу в этом мире, у меня тоже похожие желания. Каждый человек является созданием на этой планете. Мы приходим в этот мир, и мы уходим из этого мира в конце жизни. И неважно, сколько у вас вещей, неважно, чем вы владеете, неважно, чем вы обладаете, важно, какой вы человек. Я не против вещей, я не против покупок. Я сама покупаю вещи, я сама пользуюсь вещами. Я покупаю вещи, и я ими пользуюсь. Пользоваться от слова польза, полезный. Когда вы пользуетесь вещью, это нормально, и я сама так делаю. Проблема, когда человек не может остановиться. Проблема, когда человек не понимает, что уже хватит, у него уже достаточно вещей. У меня такая же проблема. Я не всегда понимаю, когда достаточно, но вещи не определяют, какой вы человек. Вы можете быть хорошим человеком, вы можете быть плохим человеком. Кем вы являетесь в этой жизни? Вероятно, вы мать или отец, если у вас есть дети. Вероятно, вы сын или дочь, у вас есть родители. Вероятно, вы муж, если у вас есть жена. Вероятно, вы жена, если у вас есть муж. Это то, кто мы в этой жизни. Вы можете быть хорошим человеком или плохим, вы можете владеть какими-то вещами, вы можете владеть домом, вы можете владеть квартирой, вы можете владеть машиной, вы можете обладать какими-то вещами, и вы можете обладать какими-то знаниями, вы можете обладать какими-то навыками. Но вещи не определяют, какой вы человек. Часто мы хотим казаться лучше, чем мы есть на самом деле, и это нормально. Вот и все, что я хотела рассказать вам сегодня. И сейчас повторим глаголы. Сейчас я хочу повторить для вас глаголы. Номер один. Быть кем, чем. В настоящем времени мы не используем. В прошедшем времени и в будущем времени нужно использовать быть. Например, это правильное решение. Это было правильным решением. Это будет правильным решением. И больше примеров. Он всегда был странным. Он всегда был странным. Она тоже там будет? Она тоже там будет. Их не будет. Их не будет. Погода была прекрасной в тот день. Погода была прекрасной в тот день. Мы будем на месте через 5 минут. Мы будем на месте через 5 минут. Почему вас не было? Почему вас не было? Важно быть честным. Важно быть честным. Квартира была грязной и темной. Квартира была грязной и темной. Номер 2. Являться кем, чем.
Они являются для него хорошим примером. Они являются для него хорошим примером. Этот университет является одним из лучших. Этот университет является одним из лучших. Работа является важной частью жизни. Работа является важной частью жизни. Кем вы являетесь моему брату? Кем вы являетесь моему брату? Эта проблема является угрозой для всех. Эта проблема является угрозой для всех. Компания являлась лидером на рынке. Компания являлась лидером на рынке. Номер 3. Становиться, стать кем, чем. Он хочет стать врачом. Он хочет стать врачом. Его роман стал популярным. Его роман стал популярным. После аварии он стал осторожнее. После аварии он стал осторожнее. С годами мы становимся мудрее. С годами мы становимся мудрее. Мне стало лучше, спасибо. Мне стало лучше, спасибо. Номер 4. Обладать кем, чем. Бизнесмен должен обладать аналитическим мышлением. Бизнесмен должен обладать аналитическим мышлением. Хороший учитель должен обладать терпением. Хороший учитель должен обладать терпением. Она обладает прекрасным чувством стиля. Она обладает прекрасным чувством стиля. Этот дом обладает необычной архитектурой. Этот дом обладает необычной архитектурой. Он обладает прекрасным чувством юмора. Он обладает прекрасным чувством юмора. Номер 5. Владеть кем, чем. Он владеет несколькими языками. Он владеет несколькими языками. Вы владеете навыками программирования. Вы владеете навыками программирования. Важно уметь владеть собой. Важно уметь владеть собой. Кто владеет этой землей? Кто владеет этой землей? Кто здесь владелец? Кто здесь владелец? Они владеют сетью магазинов. Они владеют сетью магазинов. Номер 6. Пользоваться кем, чем. Вы всегда пользовались уважением. Вы всегда пользовались уважением. Какими услугами вы пользуетесь? Какими услугами вы пользуетесь? Она пользуется кредитной картой. Она пользуется кредитной картой. В прошлом он пользовался большим успехом. В прошлом он пользовался большим успехом. Хочу воспользоваться случаем. Хочу воспользоваться случаем. Компания пользуется поддержкой. Компания пользуется поддержкой. Номер 7. Казаться, показаться. Кем, чем. Мне кажется, вы не правы. Мне кажется, вы не правы. Мне показалось, или вы что-то сказали? Мне показалось, или вы что-то сказали? Тебе показалось. Тебе показалось. Квартира кажется вполне уютной. Квартира кажется вполне уютной. Они показались мне странными. Они показались мне странными. Ваш вопрос кажется неуместным. Ваш вопрос кажется неуместным. Так я буду казаться глупой. Так я буду казаться глупой. Надеюсь, хоть немного понятно. Как и всегда, у меня для вас несколько вопросов. Вопрос номер 1. Как вам кажется, вы являетесь хорошим примером для окружающих? Как вам кажется, вы являетесь хорошим примером для окружающих? Вопрос номер 2.
Какими навыками вы обладаете? Какими навыками вы обладаете? Вопрос номер 3. Чем вы владеете? Чем вы владеете? У вас есть дом или машина? У вас есть дом или машина? Вопрос номер 4. Как вам кажется, вы стали лучше за последние несколько лет? Как вам кажется, вы стали лучше за последние несколько лет? Хорошая работа. Сегодня мы изучали русские падежи. Сегодня у нас был творительный падеж. Но это не так важно. Вы учите фразы, вы запоминаете фразы. Для этого лучше послушать урок несколько раз. И лучше прочитать транскрипцию. В транскрипции вы ищете трудные фразы, и вы их учите. Ссылка на PDF и аудиофайлы будет внизу. Также в комментариях будет файл, где мы изучаем все падежи. Вы можете изучать их самостоятельно. Вы можете изучать падежи дома, без учителя. Здесь я ваш учитель. Ссылка будет в комментариях. Вы готовы к следующему уроку? Он уже здесь. Увидимся. Хорошего дня!